Всем привет! Хочу показать вам мастер-класс, как сделать вот такую рождественскую карусельку на елку своими руками из доступных материалов. Для работы мы будем использовать донышко от бумажного стаканчика диаметром 5,8 см и высотой 2 см. Это будет подставка карусельки. Деревянную катушку высотой 4,5 см. Как вариант, ее можно заменить пробкой или любым другим цилиндром. Приклеиваю катушку к подставке с помощью горячего клея. Чтобы увеличить немного высоту, подклеиваю сверху на цилиндр маленькую крышечку. Она к тому же сделает форму центрального столба карусели более интересной. Из переплетного картона вырезаю круг диаметром 6,6 см. Это будет основа крыши карусельки. Приклеиваю ее. Вырезаю из тонкого картона круг диаметром 8,1 см. Делаю из него конус с основанием, равным диаметру крыши. Приклеиваю его. Отмеряю снизу 5 мм. Рисую ажурный край подставки. Шаг каждой волны 1 см. Вырезаю. Теперь рисую бортик для крыши карусельки. Высота бортика 1 см 4 мм. Длину подбираю опытным путем. Рисую аналогичные волны, как на подставке, высотой 4 мм, шириной 1 см. Только снизу подрисовываю еще остренькие зубчики между волнами. Приклеиваю на клей контакт. С помощью молда от Art Studio Просвет и самозатвердевающей массы подготавливаю бордюр жемчужинки. В описании под видео вы найдете ссылку на используемые в работе молды и купон со скидкой. Крышу я разделила на 6 частей. Каждую часть ограничиваю орнаментом из жемчужин. Приклеиваю его на клей ПВА. С помощью молда и массы делаю декор для подставки. Из орнамента выбираю только нужные мне части, отрезая лишние. Приклеиваю декор на столярный клей. Такими же завитушками украшаю бортик крыши карусельки. Для симметрии расположения узоров наклеиваю их сначала друг напротив друга, а затем делю оставшиеся отрезки между декоративными элементами пополам и приклеиваю еще два узора. С помощью молда жемчужинки и самозатвердевающей массы делаю кольцо на верхней части столба карусельки.
Молот лошадка долго лежал у меня в коробке и ждал своего часа. С его помощью делаю 6 лошадок из массы. Склеиваю 2 лошадки, размещая между ними посередине палочку. Аккуратно совмещаю края. Пока лошадки подсыхают, пластмассовую крышку на столбе обклеиваю салфетками с клеем ПВА, чтобы потом лучше легла краска. Начинаю окрашивать карусельку. Покрываю половину секторов крыши через один белой акриловой краской. Остальные треугольнички покрываю нежно-розовой краской. Коричневой краской крашу бортики крыши изнутри и снаружи. Покрываю коричневой краской жемчужинки на крыше и подставку карусельки. Цветовую гамму для карусели я выбрала так, чтобы она сочеталась с моими предыдущими елочными игрушками в винтажном стиле. В конце покажу, как они выглядят все вместе. Так как лошадки состоят из 2 половинок, то между ними остались щели. Их я аккуратно заделываю самозатвердевающей массой. Смазываю щели водой и наполняю массой, поправляя зубочисткой. Решила немного состарить крышу карусельки. Для этого коричневой краской прохожусь вдоль жемчужинок. Нашла вот такой ажурный колпачок. Подкрашиваю его краской античное золото. Иголочку с петелькой просовываю в белую бусинку и колпачок. Снизу закрепляю иголочку термоклеем. Лишний хвостик иголочки обрезаю. Лошадок делаю белыми. Приклеиваю шляпку с бусинкой на крышу карусельки. Сухой кистью и розовой краской прохожусь по декору. Таким образом я выделяю детали и добавляю розовый цвет по всей карусели для гармонии. Придаю карусельке винтажный вид с помощью акриловой краски античное золото. С помощью акрилового контура белого цвета делаю акценты на бортике. Добавляю эффект состаривания поверхности столба карусельки. Палочки у лошадок окрашиваю розовой краской. Пока они сохнут, покрываю карусельку акриловым лаком. Приступаю к росписи лошадок. С лицевой стороны делаю это по рельефу молда, а с обратной стороны просто дорисовываю аналогичный узор
краской. Седло окрашиваю розовым цветом. Гриву и хвост у всех лошадок покрываю краской цвета охра. Качалку лошадки окрашиваю коричневой краской. Заодно и подпругу покрываю этой краской. Прорисовываю вожжи, глазки и ноздри лошадки. Античным золотом прохожусь по колесикам подставки. Украшаю седло. Лошадки готовы. Осталось их только закрепить на карусельке. Отрезаю лишние кусочки палочек по высоте внутреннего пространства карусели с небольшим запасом снизу. Подставки шилом делаю 3 отверстия. Вставляю в отверстие нижний край палочки. Сверху подклеиваю палочку к крыше на клей ПВА, а снизу закрепляю термоклеем. Вырезаю из переплетного картона кружок диаметром 5,6 см. Окрашиваю его розовой краской. Приклеиваю к донышку подставки. Друзья, мне кажется, моя новая новогодняя винтажная игрушка-каруселька удалась. Спасибо за то, что зашли в гости и остались со мной до конца. Мне очень интересно ваше мнение. Пишите комментарии, ставьте лайк, если понравилось. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обещала показать все мои винтажные елочные игрушки вместе. Вот такая милота у меня есть в коллекции. Они прекрасно украшают мою елочку. Как говорится, продолжение следует. Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю мира и добра, здоровья вам и вашим близким. Пока-пока и до новых встреч!